Многие знают глагол take как взять или брать, но тогда что означает? Take place – это совсем не взять место. Или give or take – точно не дать или взять. Или take up – взять вверх совсем нет. Сегодня вам расскажу о 10 очень важных значений глагола take, которые вам стоит знать. Погнали! Ну что, друзья, начинаем. Вот сегодня посмотрим 10 очень важных значений глагола take, которые вам нужно знать, чтобы понять, о чем идет речь, что говорит носитель, когда мы используем глагол take. И чтобы вам было максимально полезно и понятно, я буду использовать, как обычно, отрывки из фильмов и также контекст. Вам покажу очень важный контекст, very important context, поэтому посмотрите до конца. Ну что, начинаем. Начнем с самого простого, то, что все знают уже, это глагол take, как взять. For example, например, у меня тут словарь, я обычно использую Cambridge Dictionary. Это не какой-то, не знаю, супер крутой словарь, это обычный словарь Cambridge Dictionary. Вот мы находимся на Cambridge Dictionary. Take все знают, как брать или носить с собой. Но тут очень важно написано, это уровень один, понимаете? Это прямо начальный уровень, чтобы понять, что носитель говорит. Это всего лишь для начинающих. Take означает брать или носить с собой, но не всегда, not always. Например, в этом контексте. I always take my mobile phone with me. Я всегда беру или ношу с собой свой телефон. А второе значение – брать кого-то с собой, возить кого-то куда-либо. Это, например, I took my kids to the park. То есть я взял дети или возил в парк. I took my kids to the park. Или I'm taking my wife to Florence for the weekend. То есть я уезжаю с женой, я ее беру, мы уезжаем в Италию, to Florence for the weekend. Как видите, тут написано уровень A1, уровень A1, то есть для совсем начинающих. Но на самом деле глагол take имеет еще другие значения, уже более продвинутые значения. И мы сегодня посмотрим таких 10 очень важных значений глагола take. Начнем с этого. Вот у нас выражение give or take. Дословно нельзя переводить, потому что получается дать или взять. Но на самом деле просто означает примерно, то есть плюс-минус, приблизительно, когда речь идет о количестве чего-либо. Например, вы пришли на встречу, тебе спрашивают, звоните, спрашивают, сколько людей там уже находится. Ты говоришь, плюс-минус 5 человек. See, there are about 5 people here, give or take. Посмотрим контекст использования. Конечно, всегда нужно все посмотреть в контексте. In context. So here we have, тут написано, let's read. It will take 4 hours, give or take, to get to the beach. It will take 4 hours. Займет плюс-минус 4 часа, чтобы доехать до пляжа. It will take, give or take, 4 hours. Или тут, it will take an hour, give or take, to drive downtown. Downtown – это центр города. It will take an hour, give or take. Займет примерно час плюс-минус, чтобы доехать до центра города. Или тут еще пример. After taxes, I'm making just about $36,000 a month, give or take. То есть после выплаты налога я зарабатываю примерно или плюс-минус $36. То есть выражение give or take просто означает плюс-минус. Это не дать или взять, просто означает приблизительно, около, плюс-минус, give or take. Теперь посмотрим контекст использования. We have 16 minutes, give or take. 25 years, give or take. В следующий раз, когда вы хотите сказать приблизительно, плюс-минус, просто скажите give or take, плюс-минус. Идем дальше. Let's go further. The next phrase for today – это у нас take your time. Take your time дословно как бы взять свое время или возьми свое время. Но нет. Take your time просто означает не торопись.
То есть не спеши, давайте спокойнее, не торопитесь. Take your time. Посмотрим контекст использования. Всегда очень важно посмотреть все в контексте. All in context. Very important. Тут у нас есть Collins Dictionary. Take your time. To take your time. Посмотрим контекст использования. Написано take your time, Crush told him. I'm in no hurry. Take your time. Кросс ему сказал take your time. Не торопись. Я никуда не спешу. I'm in no hurry означает я никуда не спешу, поэтому take your time. Или второй пример. He took his time answering the question. Или просто answering. He took his time. То есть он не торопился отвечать, зная, что knowing that he must select his words with great care. На русском he took his time answering. Он не торопился отвечать, зная, что он должен с осторожностью подбирать слова. So he took his time. Он не торопился отвечать. So выражение to take your time всего лишь означает не торопись. Посмотрим контекст использования же сразу. I'm so sorry, Dr. Jarvis. Oh, no, please, take your time. There's no rush. Take your time. Okay. Вот теперь вы знаете give or take плюс минус take your time, не торопись, не спеши. Теперь идем к третьему. Третий, the third, это у нас take place. Дословно также совсем не получится. Как бы take это взять, place это место, взять место. No, no, no. Take place просто означает происходит, как мы видим тут. Происходит, это синоним to happen. Когда что-то где-то там происходит, we can say take place. Например, the meeting will take place next week. Let's go back. Sorry about that. Вот. The meeting will take place next week. Встречи происходит или будет на следующей неделе. The meeting will take place next week. Или встреча будет в моем офисе. The meeting will take place in my office. Вот тут также дословно не получится переводить. To take place просто означает происходит. Посмотрим контекст использования. I see. When did this take place? Where do they want this negotiation to take place? Четвертый это у нас take part in. Да, тут можно немножко угадать. Part это часть чего-то. А take part in просто означает принять участие. For example, есть какое-то соревнование или какой-то конкурс, и вы приняли участие. Можно сказать, например, я принял участие в конкурс. I took part in the competition. Take part in просто означает принять участие. Например, как тут написано, in context, как уже сказал, принимать участие в чем-либо. For example, she doesn't usually take part in any of the class activities. Она обычно не принимает участие в class activities, то есть в событиях, которые в классе происходят. She doesn't usually take part in. Очень важно всегда так. Take part in. Я принял участие в собрании. I took part in the meeting. Или я принял участие в обсуждении, не знаю, плана. I took part in the discussion. To take part in something просто означает принять участие. Very, very important. Теперь посмотрим еще контекст использования в фильме. You take part in those at your own risk. You're going to take part in all this killing, destruction. Идем дальше. The next phrase we have это у нас to take turns. Turn это как глагол поворачивать, like to turn around. Но turn как существительное это очередь. It's very important. То есть to take turns doing something уже означает делать что-то по очереди. Very important. Как у нас тут написано, to take turns это делать что-либо по очереди. То есть сначала я, потом ты, потом третий человек и так далее. По очереди. Например, в контексте they all took turns carrying the suitcase. Они несли чемодан по очереди.
They all took turns. Took — это просто прошедшая форма глагол take. То есть они все по очереди несли чемодан. They all took turns carrying the suitcase. Или второй пример. The children took in turns to hold the baby. The children took in turns to hold the baby. То есть дети по очереди брали малыша. They took turns to hold the baby. То есть to take turn уже означает делать что-либо по очереди. Теперь посмотрим контекст использования в фильмах. We have to take turns doing your tasks. Steve and I decided to take turns and watch the hotel. Вот, теперь мы знаем, что give or take, перевод у нас был give or take, плюс-минус, потом у нас был take your time, не торопись, не спеши, спокойно делаем, потом take place, происходит, например, my birthday will take place next month. Затем мы увидели take part in, принять участие в чем-либо. I took part in a competition, в конкурс, или I took part in a debate. Я принял участие в дебате. I took part in a debate. Затем мы видели to take turns, когда по очереди делаем что-то. Let's take turns doing it. Идем дальше. И следующая фраза, вы, наверное, слышали, знаете, но решил добавить на всякий случай. Это у нас take pictures или take photos. Например, как турист я могу попросить человека, can you take a picture of me? Это просто означает фотографировать меня. To take a picture of me. Посмотрим контекст использования. Я все равно решил добавить контекст. For example, написано, someone has been going around the property taking pictures. Should we call the police? Кто-то ходит по дому и фотографировал. Может, нам стоит позвонить полицию. Taking pictures. Или второй пример. Я просто тут прочитаю. Do you mind if I take a picture? Do you mind if I take a picture? Do you mind означает ты не против. Do you mind ты не против, если я сделаю фото? Do you mind if I take a picture? То есть take a picture просто означает фотографировать или делать фото. And the next phrase это у нас take a break. Тут дословно возможно получится переводить. To take a break просто означает break в этом контексте это перерыв. То есть to take a break означает делать перерыв. То есть немножко отдохнуть. Например, коллег слишком много работает, ты как начальник ему говоришь, давайте немножко отдохни. Please take a break. Take a 5-minute break. Take a 10-minute break to take a break. Также в контекст, in context we have написано to take a break. В контексте you've been looking after the kids all day. Go take a break for a while. Ты уже весь день присматривал за детьми. Пожалуйста, иди немножко отдохни. Go take a break. То есть делайте перерыв немножко. Или второй пример. Окей, например, на работе начальник отдела может сказать, Okay, everyone, let's take a break for half an hour. Ладно всем, ребята, давайте сделаем перерыв полчаса. Let's take a break for half an hour. To take a break, как написано, take a break просто означает делать перерыв. Take a break from work, take a break for an hour, take a break from your tasks. To take a break просто означает немножко отдохнуть от чего-то, обычно от работы. Посмотрим контекст использования во фильмах. Okay, let's take a break. Be back in 10. Dennis, tell him to take a break. Let's see one more. Еще одна очень важная фраза. To take up, обычно a hobby. Тут это уже фразовый глагол. To take up a hobby. Take up, как фразовый глагол, имеет несколько значений, но мы смотрим именно в контекст hobby. Take up a hobby просто означает начать заниматься этим, like a hobby. For example, в контексте, in context, we have, то есть написано to begin doing something as a habit, начать чем-то заниматься как привычка, как hobby, as a hobby. For example, my husband has taken up gardening now that he's retired. То есть сейчас, как мой муж уже на пенсию, он решил заниматься садоводством. He has taken up
Gardening, то есть иметь сад и растения, все такие цветы и так далее. So he has taken up hobby, он начал этим заниматься. Или второй пример. I'm taking up cycling. Cycling это кататься на велосипед или велоспорт. I'm taking up cycling. Если просто так оставить, получается, я начинаю или увлекаюсь велоспортом. I'm taking up cycling to work as a way of getting a bit more exercise. Я хочу быть более стройный, хочу заниматься спортом, и я решил начать кататься на велосипед, то есть ехать на велосипед на работу ради спорта. I'm taking up cycling. Вот to take up a sport, to take up a hobby, просто означает начать этим заниматься, like a habit, как привычка, as a hobby, как хобби, или as a way to pass time, то есть способ проводить время. To take up a hobby, take up cycling, take up snowboarding, например, в моем случае. In my case, в прошлом году я начал заниматься snowboardingом. I can say I took up snowboarding a year ago. I took up snowboarding a year ago. I took up football, I took up basketball, I took up snowboarding a year ago. To take up a sport просто означает начать этим спортом или заниматься этим хобби и так далее. I took up golf. That's why I took up swimming. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам урок полезен. Подписывайтесь, у нас тут много полезного. И будет новый урок каждую неделю, every single week. Подписывайтесь, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Ну что, идем дальше. И тут у нас фраза take something seriously. Take something seriously просто означает серьезно относиться к чему-то или к кому-то, если там someone вместо something. Take seriously означает серьезно относиться к чему-то. Например, я серьезно отношусь к моей работе. I take my job seriously. I take my job seriously. Или я серьезно отношусь к этому вопросу. I take this situation seriously. To take something seriously. Посмотрим контекст использования. For example, here we have the police have to take any terrorist threat seriously. То есть полицейские должны серьезно относиться к любой террористической угрозе. Они должны серьезно к этому относиться. Или еще пример. You don't take anything seriously, do you? Ты вообще ни к чему серьезно не относишься. Не так ли? You don't take anything seriously. То есть to take something seriously просто означает я серьезно к этому отношусь. I don't take her seriously. She didn't take him seriously. And the very last phrase for today это у нас to take a look. Take a look at something, take a look at someone. Тут также можно, наверное, немножко дословно получится переводить. Take a look просто означает заглянуть, то есть посмотреть. For example, в контексте we have a phrase here. Взглянуть на что-либо. Take a look at these photos. Взгляните или взгляните. Take a look at these photos. То есть, по факту, посмотрите на эти фото. Take a look. Например, могу сказать коллеге, ты можешь немножко посмотреть на мои документы? Can you take a look at my documents? То есть, взгляните, посмотрите, исправьте ошибки. Can you take a look at my documents? Take a look at this. Take a look. Теперь пройдемся. Let's go through all the verbs again. Еще раз немножко повторяем и закончим. Take, the first one, give or take, плюс-минус, give or take 5 people. The second, take your time, не торопись, не спеши. And then we saw take place, происходит. Например, my birthday will take place next month. Take part in, принять участие. Take turns, по очереди, делать что-то. Take pictures, фотографировать, делать фото. Take a break, перерыв нужно делать. Take a break from work. Take up a hobby, начать этим заниматься. Take up a sport и так далее. Take something seriously, серьезно относиться к чему-то. I take my job seriously. And the last to take a look уже означает взглянуть. Like, take a look at my documents, take a look at these files, take a look. So, friends, поставьте лайк, еще раз напоминаю. Подписывайтесь, мне будет приятно. Talk to you soon. Bye for now.